После того, как биткоин пробил новый исторический максимум выше уровня 73 тысячи, его цена упала более чем на 10%, что привело к большим ликвидациям на сумму $1,5 миллиарда. Конечно же, это вызывает большие опасения у многих инвесторов, которые наблюдают за тем, как на протяжении 3 дней биткоин уверенно идет вниз. Да, друзья, с начала года мы впервые столкнулись с такой длительной коррекцией, а также сейчас вы можете найти все больше новостей или прогнозов аналитиков, которые заявляют, что биткоин может спокойно упасть до уровня 45 тысяч и потерять более 30% своей стоимости. Но почему так резко изменились настроения на рынке? Ведь буквально на днях притоки капитала в ETF фиксировали $1 миллиард в сутки, и все говорили, что $100 тысяч не за горами. Неужели 73 тысячи это был пик? И дальше нас ждет суровая криптозима, которая наблюдалась в 2022 году. И что самое интересное, это все происходит в преддверии исторического события под названием халвинг. Это действительно вызывает очень много вопросов, начиная от того, почему вообще биткоин падает, заканчивая тем, где именно находится его локальное дно. Но переживать не стоит, ведь у меня для вас есть ответы на эти вопросы. И поэтому сегодня в видео вы узнаете, почему падает биткоин, кто его продает, на каком уровне прекратится коррекция, увидим ли мы $50 тысяч, как предстоящее заседание ФРС на следующей неделе повлияет на крипту, а также по какой цене стоит покупать биткоин перед халвингом. Но несмотря на то, что биткоин упал, на рынке есть некоторые альты, которые наоборот зафиксировали уверенный рост на этой неделе, как например Solana из-за шумихи вокруг нового мемкоина. Поэтому сегодня я вам также расскажу про лидеров роста, и дополнительно вы узнаете, есть ли потенциал на альт-сезон и за какими монетами стоит следить на следующей неделе во время важной конференции от компании Nvidia. Учитывая, какую информацию мы для вас собрали, это видео 100% заслуживает вашего лайка. А как только вы поставите 1500 лайков, мы сделаем для вас новый топ мемкоинов с самым большим потенциалом на рост. Так что поддерживайте нас лайками, и мы будем снимать гораздо больше таких интересных видео. Вам желаю приятного просмотра. Вы на канале Coin22. С вами Влад. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, я рад вас видеть в новом видео, где вас будут ждать итоги недели и разбор многих монет, за которыми обязательно нужно следить на следующей неделе, как, например, Solana, Avalanche или BNB, которые зафиксировали минимум 20% роста за последние 20 дней. Но знаете, кто первее всех узнал, что эти монеты будут расти? Подписчики нашего телеграм-канала, ведь еще 14 марта мы выложили пост, что инвесторы переводят часть капитала именно в эти альты. Вот поэтому, чтобы в будущем заранее получать такую эксклюзивную информацию, обязательно подпишитесь на наш Telegram. Правда, есть и те события, которые полноценно разобрать в Telegram не совсем получается. И я имею в виду локальную коррекцию биткоина ниже ключевого уровня 70 тысяч. После того, как биткоин протестировал новый максимум на уровне $73 700, его цена начала корректироваться, из-за чего в моменте он чуть ли не пробил поддержку 65 тысяч. Многие из вас, скорее всего, знают, почему это произошло, ведь мы также делали отдельный пост на эту тему. Но давайте более подробно изучим текущую коррекцию, после чего я отвечу на вопрос, продолжит ли биткоин падать до уровня 50 тысяч. Первоначальное падение цены произошло после публикации данных по индексу цен производителей, который в 2 раза превысил прогнозы и вместо 0,3% составил 0,6%, что стало самым большим годовым ростом с сентября. Но чем так важен этот показатель? Во-первых, он отражает уровень инфляции, а поскольку данные оказались в 2 раза выше, чем прогнозы, это говорит о том, что инфляция в США сохраняется и цены продолжают расти. А во-вторых, из-за возвращения инфляции Пауэлл может дольше удерживать процентную ставку на высоком уровне, и таким образом никакого понижения в мае не будет. Высокая процентная ставка стимулирует инвесторов покупать облигации, ведь, как вы видите, под конец недели индекс доллара вырос почти на 1%, но такие рискованные активы, как акции, наоборот упали, а поскольку биткоин является рискованным активом, он также упал. И в данном случае нам придется очень внимательно следить за выступлением Пауэлла на следующей неделе, 20 марта, потому что в этот день ФРС объявит новую процентную ставку. Конечно же, ставка останется на старом уровне 5,5%, и это не окажет никакого влияния на крипту. Но если Пауэлл скажет, что его не устраивают последние данные по инфляции, я думаю, что рост акций и биткоина явно замедлится, и они перейдут в фазу консолидации, пока не опубликуют новые данные. Тем не менее, первое снижение ставки остается вопросом времени, ведь после прошлого заседания ФРС Пауэлл сказал, что вероятно
вероятно, процентная ставка находится на своем пике, и если все будет хорошо, то они начнут ее снижать. Согласно последним данным, первое снижение может произойти уже в июне, с вероятностью 55%. Поэтому ждем, что скажет Пауэлл. Если что, отчет его выступления будет в нашем Telegram. Но последние отчеты по инфляции являются далеко не самой главной причиной текущего падения биткоина, и те, кто смотрел наше прошлое видео, прекрасно знают почему. Ведь начиная с 10 января движение биткоина целиком и полностью зависит только от больших американских фондов, а если быть точнее, то от компании BlackRock. В нашем прошлом видео я вам показывал сайт, где можно отслеживать притоки капитала в ETF. Так вот, в четверг в биткоин ETF было инвестировано $132 миллиона, а в пятницу 198. И как вы видите, это самые низкие притоки капитала на этой неделе, особенно если сравнивать с 12 марта, когда фонды отправили в биткоин более $1 миллиарда. И это именно то, о чем я вам говорил. Ведь на сегодняшний день притоки капитала в ETF являются самым лучшим индикатором для прогнозирования движения цены биткоина. Ведь как только они падают, это приводит к снижению цены биткоина. Таким образом, падение притоков нового капитала, риски возвращения инфляции, большие ликвидации после тестирования нового максимума, а также панические продажи от розничных инвесторов спровоцировали такое падение биткоина и многих других монет. Но даже падение рынка не помешало заработать участникам нашей подписки Coin22 Pro, ведь они вовремя получили вот эту шорт-сделку на оптимизм и заработали на ней от 70% чистого профита. Команда наших аналитиков ежедневно предоставляет лучшие точки входа на различные монеты, и благодаря этому участники Pro также заработали от 80% прибыли на росте Solana, потому что в пятницу получили точки входа для лонг-сделок. И на самом деле такой формат работы подходит не только для опытных трейдеров, но и для новичков, которые ни разу не торговали. Ведь перед началом торговли всех новичков будет ждать пошаговое обучение, на котором вы самостоятельно будете открывать сделки под руководством наших специалистов. И конечно же с вами 24/7 будет наша отзывчивая поддержка. Как вы видите, зарабатывать на крипте возможно, независимо от роста или падения. Самое главное это вовремя открывать сделки, и чтобы рынок показывал активное движение. А учитывая, что на следующей неделе нас ожидает выступление Пауэлла и другие интересные события, упускать такую возможность точно не стоит. Поэтому, чтобы получить свою первую прибыльную сделку уже сегодня, переходите по ссылке в описании и напишите нам, чтобы мы отправили вам всю подробную информацию. Что касается будущего движения биткоина, оно по-прежнему зависит от BlackRock и притока капитала в ETF на следующей неделе. Поскольку ETF торгуется только с понедельника по пятницу, вы можете заметить, что в последние 2 месяца на выходных цена биткоина чаще всего либо стоит на месте, либо снижается. Ведь те самые фонды приостанавливают свое финансирование. Но после открытия американского фондового рынка в понедельник, биткоин начинает показывать более активное движение. И что самое главное, интерес к биткоину никуда не делся, ведь холдеры продолжают его накапливать. И чтобы вы понимали, по данным Into the Block, более 530 тысяч адресов купили биткоин по цене от 70 180 до 71 340 долларов. А также благодаря этим данным мы четко видим первые уровни поддержки. Первый важный диапазон это от уровня 64 750 до уровня 66 700 долларов, где 380 тысяч адресов купили 275 тысяч биткоинов. А второй важный диапазон поддержки это от уровня 60 760 до уровня 62 790 долларов, в котором более 797,5 тысяч адресов купили 298 тысяч монет. А учитывая, что в диапазоне выше 70 тысяч более полумиллиона инвесторов накопили 433 тысячи биткоинов, вряд ли они будут продавать себе в минус, учитывая, что впереди нас ждет халвинг и начало настоящего булрана. Так что, как я и говорил ранее, паниковать точно не стоит. Лучше покупать на вот таких откатах и заранее выставлять ордера именно на этих ключевых уровнях поддержки, которые я только что озвучил. Ведь все равно общий долгосрочный тренд остается восходящим. И поэтому те, кто считали, что биткоин был на хаях и его цена была перекуплена, сейчас можно купить по более низкой цене и ожидать дальнейший рост. Ведь для тех, кто инвестирует в долгосрок, такие локальные просадки не должны заставлять вас изменять вашу изначальную стратегию. Но на этой неделе в центре внимания был не только биткоин.
мемкоин, но и многие альткоины, а особенно Solana, которая выросла более чем на 40% за последние 7 дней и почти пробила новый локальный максимум на уровне $200, который в последний раз был в 2021 году. Но что происходит с Solana и будет ли она расти дальше? Главным катализатором роста цены стал новый рекорд объема DEX бирж на сети Solana, который вчера превысил $13,3 миллиарда. При этом показатель TVL, который демонстрирует общее количество средств, заблокированных в блокчейне, пробил $100 миллиардов. В свою очередь, рост DEX на Solana вызвал новый мемкоин под тикером BOM, который быстро набрал популярность после своего запуска и особенно после листинга на Binance, ведь его цена взлетела на 2000%. И это очень сильно мне напомнило ситуацию с мем-токеном под похожим тикером BONG, который также взлетел после листинга на популярных биржах, но дальше его ждала коррекция на 80%. Лично я не являюсь сторонником всяких мемкоинов, потому что это самые рискованные монеты, но в то же время они и самые прибыльные. Поэтому если будете покупать, то обязательно учитывайте, что такие монеты могут легко упасть даже на 90% вниз. Но что касается самой Solana, то перспективы у этой монеты однозначно есть, ведь вы сами видите, что блокчейн развивается, и даже несмотря на то, что в сетях L2 на эфире упали комиссии после обновления Dencun, у Solana все равно наблюдается большой приток новых DeFi проектов, а для роста монеты это является важным фундаментальным фактором. Вот поэтому я не просто так в начале года рекомендовал вам добавить Solana к себе в портфель, когда она торговалась на уровне $114. Также вы можете заметить, что на этой неделе доминирование биткоина упало и продолжает оставаться ниже уровня 54%, а это говорит о том, что начиная с понедельника инвесторы постепенно переводили свой капитал из биткоина в крупные альты, чтобы не терять свою прибыль. Таким образом, Solana является очень хорошим альтом, который обязательно стоит иметь у себя в портфеле. А учитывая, что Solana способна падать на 20% за день, нам стоит понаблюдать за вот этим диапазоном, ведь уровень $150 и 20-я линия EMI могут стать первой уверенной поддержкой для ее цены. Но Solana уверенно догоняет AVAX, ведь за последние 7 дней рост цены монеты также был связан с мемкоинами, потому что фонд Avalanche Foundation инвестировал в мемкоины на сети AVAX. Таким образом, активность этих токенов привела к росту активности в сети, из-за чего общие объемы транзакций составили $329 миллионов. А поскольку комиссия оплачивается в монетах AVAX, то пользователям приходится его покупать, что также очень положительно влияет на его цену. Важно еще то, что на этой неделе в сети Avalanche было проведено 2 обновления, которые направлены на общее повышение эффективности сети. К тому же сейчас Avalanche активно развивается в игровом секторе, ведь еще на прошлой неделе были заключены партнерства с многими игровыми компаниями, командами и Amazon Web Service. Это очень хорошие фундаментальные новости для AVAX, которые, несмотря на локальную коррекцию цены, сигнализируют о быстром развитии блокчейна. После того, как AVAX пробил $60, цена упала ниже этого уровня, и как мы видим, первая поддержка начинает формироваться точно так же, как и у Solana, около 20-дневной линии EMI на уровне $50. Этот диапазон является пиком, который был отмечен в декабре, а также медиальной линией этого восходящего канала. Таким образом, я выделяю 2 важных диапазона для покупки, а именно вот этот и вот этот. Здесь наблюдается активный спрос со стороны инвесторов, что может стать хорошей возможностью для покупки, ведь AVAX это фундаментальная монета, которую мы также рекомендовали добавить в портфель на этот год. Также среди всего красного рынка сложно не заметить BNB, который вырос на 20% за неделю. Рост цены можно объяснить недавним запуском лаунчпада для EtherFi. Это новый сервис для стейкинга эфира, который позволяет зарабатывать на предоставлении ликвидности в специальных пулах, за что пользователи получают монеты EtherFi, которые можно будет продать на Binance 18 числа. Таким образом, из-за того, что инвесторы покупали много BNB для бесплатного фарминга новых токенов, монета биржи Binance показала активный рост. Учитывая, что происходит с Binance в последние годы, я имею в виду суды и всевозможные ограничения со стороны правительства США, лично я давно не покупаю BNB, но как вы видите, он еще способен показывать уверенный рост. Поэтому поддержка $500 и 20-дневная EMI, которая поддерживает цену с начала года, могут стать подходящим диапазоном для покупки. Но на следующей неделе нам стоит обязательно следить за монетами на базе искусственного интеллекта, ведь с понедельника стартует масштабная конференция ИИ от компании Nvidia. Я думаю, вы помните, как монеты ИИ отреагировали на отчет по доходам Nvidia, а учитывая, что нас ждет выступление главы этой компании, в котором он расскажет о будущих интересных разработках, есть хороший потенциал на рост таких монет, как, например, NIR, Injective, Ajax, Fetch AI, Zeta Network и многие другие, которые мы, кстати, разбираем
разбирали вот в этом интересном видео. И если в прошлый раз вам не удалось заработать на пампе этих монет, то сейчас есть возможность добавить их к себе в портфель. Тем более они хорошо просели после локальной коррекции, за счет чего можно купить по более низкой цене, чем пару дней назад. Эти монеты хоть и имеют свойство корректироваться на десятки процентов, но за счет развития такой большой индустрии, как искусственный интеллект, они все равно уверенно идут вверх. Так что рекомендую вам посмотреть вот эти видео про монеты на ИИ, ведь в них есть подробные обзоры. По поводу начала полноценного альт-сезона у меня есть сомнения, ведь сейчас все равно внимание сконцентрировано на биткоине, и большие фонды покупают именно биткоин. Скорее всего, хороший капитал в альты пойдет не раньше халвинга, поэтому лучше в ближайшее время наблюдать именно за биткоином. Сегодня я постарался ответить на все важные вопросы, которые беспокоят всех инвесторов, но при этом, если у вас есть дополнительные вопросы или возможно вам было что-то непонятно, приглашаю вас в комментарии, где мы продолжаем разбирать много интересных и важных тем. Также напоминаю, что больше актуальных новостей есть в нашем телеграм-канале, поэтому не забывайте подписываться, жмите колокольчик и увидимся на следующей неделе. Всем желаю удачи, до скорых встреч!